прошла курс в этом банке, и много чего интересного я вам буду еще рассказывать и в других видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Тинькофф Инвестиции являются одним из способов заработка в интернете. Как же все-таки заработать деньги в Тинькофф Инвестиции? Тинькофф Инвестиции всего 3 тарифа. Когда же заходить в рынок? Самый распространенный вопрос новичков. Никто не хочет переплачивать и пытаются поймать дно рынка. Тинькофф Инвестиции, что это такое? Всем привет! Давно уже хотела рассмотреть трейдинг через Тинькофф Инвестиции. Как заработать на этом и чем он так привлекает клиентов. Простым языком, инвестиции – это процесс вложения денежных средств, различные финансовые инструменты с целью получения дохода. Тинькофф Инвестиции является одним из способов заработка в интернете. Он позволяет зарабатывать на инвестициях, то есть на покупке и продаже ценных бумаг, акции, облигации, валюты, драгметаллов и прочего. Торгуются там как отечественные, так и зарубежные продукты. Все операции по покупке и продаже доступны в одном приложении, и это очень удобно. Тинькофф Инвестиции также существует и для компьютера в качестве терминала, однако функционал в нем немного ограничен, и новичку будет не так просто разобраться. Поэтому советую все-таки использовать приложение с телефона. Я считаю, что Тинькофф лидер по брокерскому обслуживанию на российском рынке. Остается только разобраться, как в Тинькофф открыть счет. Открыть брокерский счет очень просто, и есть два сценария. Первый – это когда вы уже клиент Тинькофф банка. Тогда сделать это можно дистанционно через свое приложение или на сайте. Подписание документов происходит через СМС. Открытие брокерского счета произойдет в срок до 2 дней. Вам придет уведомление, что счет открыт. Это легко, как у банка уже есть вся информация о вас. Второе – это когда вы клиент другого банка, но хотите пользоваться Тинькофф Инвестиции. Тогда к вам приедет специальный курьер, который вам обо всем расскажет. Нужно будет подписать необходимые документы. После этого тоже ждете до 2 дней, и счет вам откроют с доступом к сервису. Шаг номер 1 – это, конечно же, регистрация. Шаг номер 2 – пополняем баланс. Пополнить баланс можно без комиссии с помощью любой карты Тинькофф. При пополнении брокерского счета с карты другого банка комиссия от Тинькофф Инвестиции не будет, но она может быть у карты вашего банка. Поэтому имейте это в виду. В следующем окне вначале выбираем, откуда пополнять, а ниже на какой счет, то есть рублевый, долларовый или евровый. Также при наличии ИС можно пополнить и его, но только в рублях. Иностранную валюту в ИС можно будет купить уже потом, перейдя на страницу покупки валют. Там выбираем нужную нам валюту и нужный счет. Шаг номер 3. Покупаем акции или облигации. Приобретать и продавать ценные бумаги через Тинькофф Инвестиции можно только в будние дни, по выходным биржа закрыта. Чтобы купить нужный нам продукт, переходим во вкладку «Что купить» и выбираем какую-нибудь ценную бумагу. Итак, необходим нужный нам продукт, акцию, облигацию, фонд, валюту, нажимаем на него и в следующем окне выбираем, на какой счет добавить продукт, брокерский или ИС. Выбираем способ оплаты. Для брокерского счета можно прямо с банковской карты Тинькофф и указываем необходимое количество единиц. Нажимаем «Купить» и все готово. Теперь продукт находится в вашем портфеле. Шаг номер 4. Выводим прибыль. Выводить средства с брокерского счета можно только на карту Тинькофф. Для этого все так же переходим в наш портфель, нажимаем на рубль, но на этот раз выбираем уже «Вывести». Как же все-таки заработать деньги в Тинькофф Инвестиции? Определенного шаблона построения инвестиционного портфеля, к сожалению, нет. Структура зависит от поставленных целей. Первоначально определитесь со стратегией. Начинающие часто задаются вопросом, куда инвестировать в Тинькофф Инвестиции. На начальном этапе успешные инвесторы рекомендуют использовать стратегию роста. Инвестировать в растущие инструменты. Когда капитал достигнет внушительных размеров, переключаемся на дивидендные акции, чтобы получать пассивный доход. В Тинькофф Инвестиции всего 3 тарифа, с которыми подробно можно ознакомиться на сайте банка. Расписаны они очень понятно, и вопросов возникнуть не должно, поэтому посмотрите. Чуть вкратце расскажу. Первый тариф – это инвестор, клиент, который инвестирует долгосрочно. Большинству пользователей подойдет этот тариф. Он бесплатный, вы можете открыть счет, не совершать никаких операций, и денег с вас брать не будут. Пополнение и снятие денег с брокерского счета также бесплатное. Единственное, за что нужно платить, это за совершение сделок. Было 0,3% с любой сделки. Второй тариф – трейдер, клиент, который спекулирует, совершает много сделок.
И третий тариф премиум. Клиент с определенным статусом или который готов специально платить за брокерское обслуживание. Не забывайте о сбалансированности портфеля. Это важнейшее правило любого инвестора. Как говорится, нельзя держать яйца в одной корзине. Следующим правилом настоящих инвесторов является долгосрочность. Это основное правило великого инвестора современности Уоррена Баффета. То есть купить и держать. Когда же заходить в рынок? Самый распространенный вопрос новичков. Никто не хочет переплачивать и пытаются поймать дно рынка. Но предсказать еще никому не удалось. Лучше придерживаться правил. Инвестировать равными долями на равных промежутках времени. Такой подход позволит войти в рынок более грамотно. Также в разделе «Что купить» имеются. Первый – это скринер. В нем показываются инструменты с различными данными, такие как дивиденды на этой неделе, стабильный рост, быстрорастущая прибыль, компании с высоким потенциалом. Тинькофф делают удобную подборку для инвесторов. Второе – это избранные. Сюда попадают инструменты, которые отметите. Удобная функция на случай будущей покупки. Также фонды. Собраны все фонды, представленные брокером Тинькофф. Облигации разделены на премиум, ОФС, корпоративные, еврооблигации и регионы. Валюта. Тинькофф предоставляет возможность торговли основными валютами. Американский доллар, фунт стерлингов, евро, швейцарский франк, китайский юань, иена, турецкая лира. Структурная нота. Данный раздел доступен для профессиональных инвесторов и представляет высокодоходные направления. Также в разделе «Что купить» имеются актуальные новости, популярные инструменты, стратегии, показываются лидеры торгов, дивидендные топы, российские и зарубежные мировые фондовые индексы и многое другое. Компания организовала обучающие курсы для инвесторов. Пройти можно в приложении Тинькофф Инвестиции также. Занятия состоят из 10 уроков с мини-экзаменом. Находятся в разделе «Портфель». В обучении затрагиваются темы покупок, инструментов выплаты налогов, экономия на налоговых выплатах, ну и так далее. Как закрыть Тинькофф Инвестиции? Если решили завязать с инвестированием и желаете закрыть счет, то необходимо все продать и вывести деньги, а потом обратиться в службу поддержки на сайте или написав в чат приложения. Счет закроют в течение нескольких рабочих дней. И давайте подведем итог сервиса Тинькофф. Начнем с плюсов. Легко и быстро открывается счет. Пользоваться просто и удобно. Не нужно вносить плату за обслуживание, только комиссии за сделки, за исключением тарифа премиум. Тинькофф сам оплачивает налоги и отчитывается в ФНС. Приобретенные активы принадлежат вам, качественная техническая поддержка и много полезных материалов. Но, конечно же, есть минусы. Это открытие счета для клиентов банка, вывод денег со счета только на карту Тинькофф Black, ежемесячное обслуживание карты 99 рублей, высокая комиссия. В завершение можно сказать, что сервис подойдет как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Компания предоставляет необходимый набор инструментов. А что думаете вы все-таки? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Скоро увидимся. Пока-пока.